Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня еще один интересный урок. Сегодня я вам покажу, как задекорировать шар, как сделать бантик, чтобы хвостики смотрели вниз, а не в бок, и как приклеить филигрань. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня еще один урок, как я называю, в режиме реального времени. Он немного получается длиннее, но я надеюсь более подробно. Как делать вот такую выкладку из камней я показывала в предыдущем уроке, ссылку оставлю. И сегодня мы задекорируем шар и покажу, как делать бантик. В Инстаграм я уже показывала, от чего зависит, как лежат вот эти хвостики. И сегодня покажу здесь. И работу я начинаю с того, что вымеряю, украшаю верхушку. Вот вымеряю, сколько мне камней страз здесь надо. Вот я уже отрезала. И сейчас подрежу 4 вот таких линеечки. Именно 4 у меня уходит, чтобы полностью украсить весь хвостик, чтобы он красиво смотрелся. Вот как на вот этой игрушке вы видите. И нарезаю таких 4 штуки. Теперь я полностью наношу клей на всю макушку. Достаточно много. Вот все промазываю. Раньше я подклеивала вместе 3 цепочки, но сейчас решила вот так. Так получается быстрее. Так, убираю клей. Как раз у меня клей немножко затянется там. И теперь начинаю подклеивать. Вот, укладываю с самого низа одна. На этом же уровне укладываю следующую, пододвигаю, еще одна, и вот так выкладываю все 4 цепочки. Пододвигаю. Так, если мне вдруг клея тут не хватает, вот я вижу, чуть-чуть мне тут, чтобы все подклеить, еще сверху надо. И еще добавляю последнюю цепочку. Вот она. Так, все вместе подклеиваем. Беру пинцет и вот так пинцетом все стразы выравниваю. И сейчас вот так по кругу все выкладываю. Видите, как все ровно выкладывается. И здесь сейчас все подклею. Также все выкладываю. Сейчас вернусь к вам. Вот все края мы тут подтягиваем, выравниваем. И обязательно все между собой подклеиваем, чтобы у нас нигде ничего не отвалилось. Клей нанесла. И теперь все вот так вот пододвигаем и подклеиваем. Выравниваем. И даем закрепиться. Теперь я беру ленту с петельками. И здесь буду использовать уже большой тюбик клея. И вот так вот я намазываю. И носиком вот так все выравниваю. И просто подклеиваю. Так, вытираем руки, чтобы игрушку не испачкать. И подклеиваю к заготовке прямо на шов, чтобы все скрыть. Даю закрепиться и продолжаю работу. Установила шар, чтобы мне было удобно работать. И сейчас просто наношу клей, размазываю. Обязательно размазать, чтобы он не выползал из-под ленты. И вот так аккуратно подклеивать. И продолжаю работу. Если у вас дизайн такой же, как у меня, делите шар на 4 части, то вот следующую ленту вот так под углом 90 градусов подклеиваем на заготовку. И снова по кругу. И еще один вопрос отвечаю, как я приклеиваю ровно, если сюда нельзя иголочки. Я вот подклеила верхнюю часть, сейчас примеряю. Вот вижу, что здесь тоже 90 градусов. Вот, вы видите, пальчик уложила. Вот, я знаю, что здесь проходит лента. Теперь ленту отодвигаю, придерживаю другим пальчиком. Вот этот верхний пальчик, нижний, то есть я не убираю. Наношу клей. Нанесла. И теперь ленту снова к пальчику. Вот, видите?
И все у меня получается ровно. И продолжаю работу. И теперь подклеиваем стразовую цепочку. Если у меня вот эта лента идет наверх, значит я подклеиваю, которая идет под низ, чтобы закрепить лучше. И это будет крест-накрест, будет лучше держаться. Я также наношу клей. Вы видите, я взяла большой тюбик и наношу достаточно много. Раньше я подклеивала цепочку вместе, сейчас просто складываю две цепочки вместе. Вот так вот. Так, что-то у меня не хватается сегодня. Ну вот, решила показать в реальном времени. И не хватается. Ну ладно, возьмем одну цепочку. Вот, укладываю. И вторую цепочку. Так, эту придерживаю. Вот так. И вторую цепочку рядом. Укладываю примерно на миллиметр от края. Все выравниваю. И, конечно, все вот так прижимаю. И даю закрепиться. Ну, а теперь, как всегда, раздвигаем цепочки, наносим клей. Я не подхожу клеем к самому краю ленты. Вот у меня там остается еще местечко. Но я наношу достаточно много клея. Вот, теперь укладываю по краям. И вот так пальчиками все передвигаю. И все подклеиваю. Вот. И продолжаю работу. Второй ряд вот этой цепочки подклеиваю снизу. Я также наношу клей, но на этот раз я цепочки склеила вместе, потому что здесь нужна точность, чтобы случайно не зацепить и не испачкать клеем все остальное. Вот подклеиваю, подклеиваю края, даю закрепиться и продолжаю работу с одной стороны и с другой. Шар у меня украшен, и оставляю его сушиться. И сейчас буду делать бантик. Для бантика я буду использовать шаблон 8 сантиметров и ленту 4 сантиметра или 38 миллиметров. И сегодня в инстаграме я показывала, как укладывать ленту, чтобы хвостики смотрели вниз. Вот я сейчас вымерю отрезок ленты, который мне нужен, и сейчас немножко объясню, от чего зависит внешний вид бантика. Так, лишнюю ленту убираем. Так, вот смотрите, ленту, нижнюю ленту я выравниваю. И здесь можно укладывать ленту вот так, чтобы она доходила до середины, а можно эти хвостики опустить вниз. И именно от этого будет зависеть, вот вы видите, хвостики у меня внизу, с одной стороны и с другой. Или можно вот так до середины. Я хочу вниз, чтобы они у меня смотрели. Все выравниваю. Вот у меня все выровнено. Все подкалываю, чтобы у меня никуда ничего не убежало. Придерживаю и начинаю сшивать. Потому что многие пишут: Наталья, делаем как у вас, все делаем как у вас, но бантики не лежат красиво. Вот как бы я этот момент упустила, у меня это как бы само собой получается. И сейчас я решила показать, как же и почему так получается. Здесь можно вот так. Теперь бантик собираю и закрепляю. И вот вы видите, хвостики смотрят вниз. Если бы мы хвостики уложили до середины, то хвостики смотрели бы вот так. Теперь я беру ленту, у меня это 1,5 сантиметра. Если у вас есть 5 миллиметров, отлично. У меня нету. Так, и бантик всегда подклеиваем не с этой стороны, а вот с этой стороны, я имею в виду от хвостиков, чтобы когда мы вернулись, хвостик смотрел вниз, а не вверх. Сейчас покажу, что я имею в виду. Вот я подклеиваю заднюю часть. Вот. Укладываю бантик. Хорошо. И вот вы видите, вот верхняя часть у меня перекрыта. Вот эти кончики не смотрят вверх, они смотрят вниз. Все у нас там спрятано. Так, вот так. И сюда чуть-чуть. И даю закрепиться. Вот, когда мы будем смотреть сверху, у нас тут все красиво. И, конечно, подрезаем края.
и обжигаем. Теперь примеряем бантик. И вот я вижу, что вот эти хвостики, они у меня слишком торчат, будут мешать. Поэтому вот от этого угла подрезаю вот к этому углу. Под, вот так скосом таким. Это я корректирую бантики. И со второй стороны. Вот от этого угла уберу чуть-чуть. Когда делаю быстрый урок, конечно же, этому я не успеваю уделить внимание. И вот сейчас, вы видите, он будет совсем по-другому смотреться. И перед тем, как приклеить бантик, нам надо выгнуть филигрань. Мы берем, вот так укладываем. Так, смотрим, насколько она выгибается. Филигрань очень легко сгибается, поэтому вот она. Так, и здесь у нас будет вот так вот. Снова смотрим. Лучше перегнуть чуть больше, и затем она будет прилегать, чем не догнуть ее, и она будет немного так торчать. Так, вот у меня, вот вы видите, это ничего, что вот здесь. Главное, чтобы у нас была вся середина и все бока подклеены. И вот здесь у нас будет бантик, и вот она идеально мне подходит. Теперь можно приклеивать бантик. Наношу клей. Достаточно много наношу клея. Так, откладываю. Так, убираем филигрань, чтобы случайно клеем ее не зацепить. И подклеиваем бантик. Бантик вот так края прижимаем, чтобы у нас клей подцепил вот эти боковинки нижние. И тоже они красиво там лежали. Теперь как приклеить филигрань? Некоторые писали, что не очень аккуратно получается. Вот я примеряю. Держу и смотрю, где у нас прилегает филигрань к заготовке. Вот эти края намазывать, клей наносить вообще не надо. И также не надо наносить на самый вот тут кончик, потому что если вдруг вы где-то что-то подвинете, клей может испачкать заготовку. Я посмотрела, в основном это у меня вот эта вот середина. И вот здесь я нанесу клей. Я беру заготовку, беру клей. И вот, как я уже говорила, вот так все. Клей не наносим там, где отверстие. Вот, нанесли все вот на вот это. И даем клею чуть-чуть постоять. Клей у меня чуть подсох. Сейчас я наношу второй раз. И получается такая как бы подложка. Совсем чуть-чуть, много не надо. Теперь беру пинцет. Потеряла пинцет. Где мой пинцет? Сейчас вернусь. Беру свою филигрань. Не руками, именно пинцетом. Так, чтобы игрушку не испачкать. Чуть-чуть бантик отодвигаю. И укладываю филигрань. Вот о чем я говорила. Сюда клей не наносим, потому что если вы чуть-чуть зацепите, у вас игрушка будет испорчена. Так, вот я уложила. Чуть-чуть прижала и даю закрепиться. Никуда ничего не убираю. За счет того, что мы дали клею немного закрепиться, он не плывет. Поэтому вот, видите, я установила все. У меня все ровно лежит. Никуда ничего не плывет. И я оставляю подсохнуть. Моя филигрань приклеена, и вы видите, что все получается чисто и аккуратно. Не надо пытаться вот эти края боковинки приплющить. Филигрань не так сильно сгибается, она именно примет форму вашей игрушки. И вы видите, что нигде ничего, никакого клея. Сегодня я вам показала, как задекорировать шар, как сделать бантик, чтобы вот эти края смотрели вниз, и как приклеить филигрань. И вопрос: вас интересует еще одна выкладка, чуть-чуть другая, с другими камнями или нет? Если да, то я сниму подробный урок и, конечно, со всеми размерами камней. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока!